7 ключевых ошибок в тренировках и как их не допустить. На протяжении 10 лет моих тренировок в разное время получалось пройти через большинство этих ошибок. Ну или наблюдать у других. И потом следовал прогресс. Уверен, это будет полезно и вам. Первая ошибка. Растягивать длительность тренировки или наоборот, делать ее сильно меньше, чем вы способны. Слишком долгий отдых между подходами или наоборот недостаточный, все это может привести к замедлению и остановке роста результатов. Конечно, все зависит от специфики самой тренировки, но если вы ждете, например, роста мышц и отдыхаете при этом более 5-7 минут, общаетесь с товарищами, то ваши мышцы будут и остывать между подходами, что чревато травмой, и эффективность таких тренировок будет низкая. Или обратная ситуация. Если вы будете отдыхать между подходами до минуты, то сложно будет качественно выполнить подход, повышать сложность упражнений или прогрессировать в количестве раз, ну или весе отягощения. Нужно подбирать индивидуально ваше время отдыха для каждого упражнения, чтобы вы смогли выложиться и восстановить силы и дыхание перед следующим подходом. А не делать как некий Петя, который с гораздо большим опытом тренировок, и он уже подготовлен меньше отдыхать, и он будет прогрессировать. Вторая ошибка – это неправильная последовательность упражнений. Например, мы хотим больше подтягиваться, но почему-то ставим подтягивания вторым или третьим упражнением на тренировке. При этом различные разогревающие упражнения, типа скручивания на пресс или лодочки для разогрева, которые могут быть в начале на пару подходов, они не в счет, разогрев нужен. Я же говорю сейчас про базовые упражнения, когда делают сначала отжимания на брусьях, потом отжимания от низкой скамьи и только затем вставляют подтягивания. Так вы спрогрессируете на брусьях гораздо лучше, чем в подтягиваниях. В силовых тренировках лучше главное упражнение ставить в начало. И сперва делаем 1-2 более сложных, базовых упражнения, а потом 2-3 изолирующих, более легкие, зависит от тренированности. Третья ошибка – это привязка к дням недели. Да, кому-то это может и удобно по графику, но это не всегда может быть удобно и недостаточно уже для нашего тела, которое может попросту не успеть восстановиться к определенному дню. И такое недовосстановление будет накапливаться. Если в чем-то не идет прогресс, то просто попробуйте делать такие тренировки реже и с меньшим числом подходов. И минимум отказов, которые нужны для прогресса, но важно ими не переборщить и дольше после них отдыхать. Четвертая ошибка – это отсутствие контроля объема нагрузки за определенный тренировочный цикл. Например, последние 7-10 дней или больше. Сейчас объясню все эти сложные слова. Пример, как это может выглядеть. Ну вот смотрите, вы разбили мышечные группы по упражнениям и отдельным дням. На тренировке дельт вы хотите проработать все 3 пучка – передний, задний и средний. И делаете в этот день, например, подкачку плеч с гантелями или V-образное отжимание на средний пучок дельт, а также еще и на петлях TRX разводку для задних дельт. Переднюю дельту вы, очевидно, тоже захотите потренировать, например, отжиманиями с уводом корпуса вперед, либо с гантелями. Но в такой, казалось бы, изолированной тренировке на плечи вряд ли будет учтено, что в другие дни дельты тоже работали. Например, когда мы делаем отжимания от пола, на брусьях, в стойке на руках. Вся эта нагрузка накладывается друг на друга и в итоге выливается в перетренированность. Мы просто не успеваем отдохнуть. Поэтому стоит вести тренировочный дневник и фиксировать как результаты тренировки, так и самочувствие и динамику роста или плата. Ну и разбираться, что же не так. Лучше всего уменьшить количество подходов и больше отдыхать между тренировками. Снизьте нагрузки, и прогресс, как правило, пойдет. Многие дают чрезмерные нагрузки и не восстанавливаются. Ребята, если вы недавно начали свои тренировки, либо давно занимаетесь, но застряли, хотите быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопилось много вопросов, и вам будет интересен мой опыт и ошибки.
Я тренируюсь с 2011 года и подготовил для вас электронную мини-книгу. Там описаны практичные вещи по тренировкам, сделанные мной ошибки и приведен рацион питания. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю книгу каждому за поддержку донатом на символическую сумму. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. Ну и пишите в личные сообщения, если нужна программа тренировок на рост ОФП, похудение, набор массы или изучение силовых элементов. Двигаемся дальше к сюжету. Пятая ошибка, хотя по списку она, пожалуй, первая. Это отсутствие приоритетов целей. Да, то, что цели есть у большинства, это уже хорошо. А вот с приоритетами проблема. Вот смотрите, когда мне многие пишут за помощью с программой тренировок и озвучивают цели, которые часто противоположны друг другу. Например, рассказывают, как человек хочет выглядеть и что при этом уметь делать. Скажем, одновременно набирать массу и вырасти до 30-40 повторений в подтягиваниях, и одновременно поднимать выносливость. Вывод такой. Не стоит в рамках одной тренировки делать и на выносливость многоповторку, и малоповторку с весами, и сложные элементы, в общем, все в кучу. Лучше разделять на отдельные дни и разные недели. Например, если основная задача набрать массу, мы тренируемся в силовом стиле 3 недели, а потом 1 неделю проводим многоповторку на выносливость. Шестая ошибка – это игнорирование разминки и заминки. Большинство из нас живут обычной жизнью, где есть работа, учеба, семья, друзья. И чтобы переключать тело с одной деятельности на другую, лучше использовать какие-то ритуалы. Для тренировок это разминка перед занятием, которая подготавливает тело к нагрузкам, и вы так более эффективно проведете тренировку и меньше вероятность травм. А заминка поможет переключиться на бытовую деятельность, успокоить пульс, постепенно снизить нагрузку и войти в привычный ритм. По разминке я считаю, что даже если у вас полчаса на тренировку, то хотя бы 10 минут потратьте на разминку. Многие не понимают ее важности. Кстати, для удобного закрепления этого материала я оставлю текстовую расширенную версию в телеграм-канале Владарович. Там же есть и общий чат для обмена опытом с другими атлетами. Можно пообщаться, задать вопрос, почитать мои статьи. Нас там уже около 4000 человек. Заглядывайте. Седьмая ошибка – это скорее напоминание. У вас отсутствие прогрессий и любых изменений. Или наоборот, составленная программа тренировок, только глядя на других и применяя их нагрузки и методики. Просто нужно честно оценить именно свои текущие показатели и сравнить свой уровень с собой в прошлом. И тогда уже подбирать нагрузку. Не проводите одинаковых тренировок. Старайтесь хоть что-то менять, усложнять. Какие ошибки вы заметили у себя и что бы добавили еще в этот список? Пишите в комментарии, если у вас остались вопросы. Отвечать стараюсь каждому. Нажимай на плейлист на экране и смотри другие полезные видео. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Автор сюжета – Владарович.